Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень вкусный открытый слоеный пирог с красной рыбой и спаржей на готовом слоеном тесте. Это очень быстро и просто. Пирог получается очень красивый и вкусный. Его можно подать к любому столу. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Для рецепта мне понадобится подготовлю намазку. Выкладываю в миску сливочный сыр. Сюда прекрасно подойдет любой сливочный или творожный сыр. Натру на терке несколько зубчиков чеснока. Чеснок добавляйте по вкусу. Добавляю лимонную цедру, чайную ложку сушеного лука, пол чайной ложки тимьяна, смесь перцев и соль. Все специи и соль добавляйте по вкусу. Хорошо перемешиваю. Для моего рецепта я использую филе семги без кожи. Разрежу его на кусочки. Конечно, из филе надо обязательно удалить все косточки. Рыбу я режу не слишком тонко. Кусочки толщиной примерно 1 см, может быть чуть больше. Рыбу солю, перчу. Для моего пирога я буду использовать уже готовое слоеное бездрожжевое тесто. Я его заранее достала из морозильной камеры. Раскручиваю. У меня 2 тонких листа. Всего получается 500 граммов теста. И так как листы теста раскатаны очень тонко, я один лист выкладываю на другой, чтобы тесто было чуть потолще. Как я уже сказала, всего у меня 500 граммов теста. Тесто слегка подпыляю мукой и немного его прокатываю скалкой, чтобы листы хорошо соединились. Перетаскиваю тесто на противень. И теперь у моего пирога я сформирую бортики. Я беру фигурный нож и делаю вот такие небольшие надрезы по краям. Можно просто подогнуть тесто, как вам больше нравится, чтобы у пирога образовался бортик. И теперь я вот эти края вот таким образом очень легко подгибаю. Получаются такие как бы листики. Они потом запекутся, слоеное тесто раскроется и будет смотреться очень красиво. Середину промазываю намазкой. Намазка очень ароматная, так приятно пахнет лимонная цедра. Сверху я выкладываю подготовленную спаржу. Я ее хорошо помыла и обрезала здесь в конце толстую часть, чтобы спаржа была мягкой. Выкладываю прямо вот такими ровненькими рядами. Кстати, вместо спаржи можно использовать стручковую фасоль, что вам больше нравится. Я люблю спаржу. И сверху на спаржу выкладываю кусочки рыбы. Конечно, этот пирог получается очень вкусный, в нем много рыбы. И теперь мой пирог с рыбой я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 25-30 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Пирог я достала из духовки. Посмотрите, какой красавец получился. Как красиво подрумянилось и поднялось тесто. Рыба полностью пропеклась. Такой пирог станет украшением любого праздничного стола. По желанию пирог можно украсить дольками лимона. И, конечно, такой пирог я сразу горячим рекомендую подавать к столу. А я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.